Всем привет! Если вы хотите вырастить замиокулька с листа и потом любоваться этим экзотическим растением, оставайтесь со мной, и я вам расскажу, как правильно это сделать. Я размножала зеленый замиокулькас, но, как вы, наверное, знаете, есть множество разных сортов, очень красивых, варигатных, поэтому вы вырастить можете любой, какой вам нравится. Разница будет только в том, сколько по времени будет занимать этот процесс. Рассмотрим мои листики, что у них уже наросло к этому времени. После последнего видео прошло 2 месяца, и вы видите, как они изменились, сколько появилось новых листьев, какие у них хорошие клубни, деточки тоже появились, и уже большие. Вот лезут новые детки, их много из одного клубешка. И зеленым замиокулькасом в укоренении у меня проблем никогда не возникало. Довольно легко он укореняется. Клубни уже большие. Это достигается путем подкормок, правильного ухода и выращивания. Сегодня я об этом расскажу. Что нужно сделать с замиокулькасом, чтобы вырастить пышный и крепкий куст именно из листочков. Посмотрите, у меня один лист сгнил в стаканчике, но клубень отличный и несколько деток наросло. Одна вообще уже очень большая. Вот видите, клубешок без листика тоже дает деток, просто через более длительный срок. Когда клубни с листьями, они быстрее дают деток. Клубешок этот я обязательно посажу вместе со всеми остальными веточками и клубнями. Сухие листья, которые легко открываются, я уберу. Остальные, даже желтые, убирать пока не буду. Они хорошо держатся. Чуть позже старые листики сами отпадут. Ровно 2 месяца назад в своем прошлом видео, если вы его видели, если нет, можете посмотреть. Заходите в мой плейлист «Замиокулькас» и смотрите другие ролики на эту тему. Мы доставали листики из стаканчиков и видели, что на тот момент уже появились хорошие клубни и корни, но деток еще не было. А сейчас вы видите, что за 2 месяца уже есть молодые веточки, по несколько хорошеньких деток на каждом клубешке. Укореняла листики я в универсальном грунте с перлитом в стаканчиках. Можно укоренять также в вермикулите, а также выращивать их на фитильном поливе. Но я не рекомендую укоренять на фитиле в осенне-зимний период. Летом и весной, конечно, можно. Так как я укореняла листики зимой, я укореняла не на фитиле, а просто в стаканчиках с грунтом и даже без подсветки. И все время кормила их. Сейчас в видео я расскажу подробно, чем и как. Так как нам нужно стремиться к тому, чтобы как можно больше клубни и корни нарастить и создать такие условия для этого, что я делаю для этого? Какой грунт я использую для замиокулькасов? Итак, основная составляющая – это универсальный грунт. Добавляю перлит, древесный уголь, он служит антисептиком, серамис, можно циолит и немного мелкого керамзита. Беру горшочек с большими дренажными отверстиями. На дно помещаю салфетку, так как дренаж я не использую в таком случае. Насыпаю грунт. Все свои клубни я посажу в один горшок, так как хочу, чтобы куст замиокулькаса у меня получился пышный и со временем большой. Горшок для молодого замиокулькаса нужно выбирать небольшой. Если вы садите несколько клубней вместе, то горшочек должен быть такой, чтобы свободной земли рядом с клубнями не было слишком много. По форме горшок должен быть не широкий, а более глубокий, так как корневая система у замиокулькаса мощная, и она растет вниз.
Сажаем так, чтобы клубни были на поверхности. Их не нужно сильно заглублять. Сверху клубней должно быть земли не более 5 миллиметров. Клубни замиокулькаса растут на поверхности. Если грунт рыхлый, хороший, плодородный, то и у замиокулькаса растет и очень мощная корневая система. Это очень хорошо, потому что крепкие корни хорошо поглощают питание из почвы, и таким образом быстрее развивается растение, быстрее появляются новые детки. Вы должны это знать. А теперь перейдем к удобрению. Я делаю такой состав. Первое средство – это янтарная кислота. Ее используют как стимулятор роста. Она обеспечивает лучшую адаптацию растений к новым условиям после пересадки, ускоряет рост, нормализует микрофлору грунта. Беру одну таблетку по 0,5 грамма на пол-литра теплой воды. Воду обязательно берите теплую, так как янтарная кислота – это кристаллическое вещество, и она плохо растворяется в холодной воде. Второе средство – это минеральное удобрение «Мастер» с формулой 13-40-13. Большое содержание фосфора способствует быстрому и активному развитию корневой системы и клубней, то, что нам как раз и надо. Добавляю 2 капли циркона и обязательно добавляю минеральное удобрение «Мистер Цвет» антихлороз. Добавляю я его 5 грамм на пол-литра воды. Это средство поможет сохранить яркую зеленую листву у нашего растения, особенно в зимний период. И в период, когда молодое растение находится в периоде активного роста и развития. Как эти как раз маленькие молодые растения у меня. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Вас ждет много интересных и полезных видео. С вами была Ольга. А всем пока-пока!